Друзья, всем привет из центра Луганска. Мы находимся с вами на улице Шелкового. И это у нас квартал Алексеева. Мне многие говорят, что я хожу только по центральным улицам гуляю. Поэтому пойдемте с вами пройдемся по дворикам. Сейчас, правда, суббота, вечер. Не знаю, во дворах, наверное, будет только машины. Людей, думаю, особенно не будет. В кафешках где-то идут празднования, музыка там громко играет. А здесь, видите, тихо и спокойно. И много зелени во дворе. У меня, кстати, когда-то в этом доме родня жила. Здесь классный вот этот обкомовский дом с большими квартирами, в которых, опять же, большие-большие комнаты. Ну, вообще крутые, короче, были. Вот, кстати, на Алексеева спортивная площадка. Ее построили как раз в моем детстве. Тогда была она модная, сюда все ходили. Ну, а теперь, видите, все, что от нее осталось, конечно. Ну, а так, как видите, конечно, парковок не хватает. Поэтому машинами заставлено все. Но это еще, наверное, еще не все приехали. Сейчас, наверное, кто-то еще и на дачах или на море и так далее. А что сейчас жаркое лето делать в городе? Все, конечно, сейчас на дачах. Вот, говорят, не показываю мусорки. Вот видите, мусорка переполненная. Ну, есть у нас проблемы в городе с вывозом мусора, потому что кадров не хватает. Да и многие муниципальные службы, я как в интернете почитал, и вообще бюджетники до сих пор получают маленькие зарплаты. Ну, соответственно, туда никто не хочет идти работать. Да, в принципе, с кадрами проблемы, потому что за 8 лет бардака, который был в ЛНР, ну, а что тут скрывать? Было хреново, народа много выехало. Поэтому, ну, плюс сейчас боевые действия. Поэтому людей, конечно, мало у нас, не хватает кадров. Ну, а так, чтобы, понимаете, приехать в город, это ж надо, чтобы хорошая зарплата была. Тем более с нынешними ценами на аренду жилья 25-30 тысяч. Знаете, и зарплату на 30-50 тысяч, ну, как-то не прикольно. Нет, понятно, что зарплаты разные. Есть зарплаты и хорошие, но есть и маленькие. Поэтому для того, чтобы людей привлекать, конечно же, надо поднимать обязательно зарплаты. Не полностью еще Россия добралась сюда. Хотя и в России тоже зарплаты разные. Но все зависит от региона, от властей, от финансирования и так далее. Ладно, не будем о грустном. А вот здесь, видите, во дворах когда-то было что-то типа летнего кинотеатра. Или такое для выступлений площадки. Есть в кварталах такие вот места у нас. Сегодня не так жарко тоже. Облачка у нас. Вон, видите, погода получше. Ну, тоже трава практически вся посохла. Потому что жара стоит. Ну, что тут уже? Практически август. Остался 1 месяц. Хотя еще и сентябрь может жару дать. Поживем, увидим. Сегодня тоже с братом общался. Да и до этого на работе тоже с людьми общался. Пасеки держат. Говорят, с медом плохо, потому что попосохло много чего. И меда нету. Здесь вот тоже, видите, такая небольшая площадка. Здесь даже в футбол как-то играют. Ну, гляньте, здесь бордюр идет посередине. Хотя бы его убрали, как в футбол играть. Мотоцикл он стоит. А мы здесь с вами когда-то катались, проезжали через дворы на мопеде. Квартал Алексеева идет туда дальше, на Оборонную. Мы сейчас свернем сюда, на улицу Алексеева.
Пойдем туда в сторону 17-й школы, тоже через дворики. Видите, с денька выходишь на солнышко, и сразу жарко. Уже где-то музыка играет. Тоже, видите, проблемы с мусором. Но не знаю, с чем она связана. С кадрами, с зарплатой. Ну, что-то, наверное, в этом духе, скорее всего. А вот сам дворик вроде чистенький, убранный. Да, видите, все старое, конечно. Нету ничего. Все, инфраструктура старая. Видите, все вот эти вот сушилки всякие, лавочки. Ну, а что, с 91-го года ничего никто не делал, по сути. Ну, так, в принципе, тихо, спокойно. Дома здесь хрущевки, конечно, идут. Эти даже есть какие-то качели. Ну, страшненькое все. О, гляньте, вон еще ракета стоит из нашего детства. Помните, во всех дворах были такие ракеты. Сейчас поближе подойдем. Да, везде старый убитый асфальт. Где-то его уже нету. Где-то копали ямы, еще что-то. И так вот и бросили. Вот, видите, ракета. Здесь возле дома раскопки. Видимо, что-то, наверное, электропроводы или что-то будут менять, укладывать здесь. Старая, видите, вдалеке 17-я школа. Всю школу обкопали полностью. Вышли с вами на улицу Челюскинцев. Здесь тоже, видите, вот в частном секторе кафешки. Поэтому, видите, выходной день, суббота, ну, все что-то отмечают. Приехали на шашлычок. А может, у кого-то день рождения или свадьба, или еще что-то. Да, 17-ю школу всю перерыли. Ну, наверное, или трубы будут менять, или что-то такое. Везде, конечно, по городу ремонт идет. Да, вон, видите, укладывают новые трубы, старые достают. И здесь вот можно пройти к 17-й школе. Видите, какой масштаб. Ну, понятно, коммуникации старые, никто их ничего не менял. Школьники сидят, вон тоже возле школы. Ну, сейчас каникулы у них. И занятия только уже с 1 сентября. Это у нас улица Сосюры. Видите, здесь еще трамвайные пути пока не убрали. Ну, асфальт такой более-менее сносный. Ямки вроде подлатаны. Мы здесь с вами недавно катались. Ехали с той стороны, с кожзавода. Снимали видео. Так, а это у нас квартал Еременко идет. А с другой стороны вот улица Челюскинцев и, видите, частный сектор. Но здесь такие хорошие, модненькие домики идут. Здесь вообще вот этот такой райончик хороший. Там дальше улица Звейника. Тоже там домики везде более-менее хорошие. А вот вглубь, конечно, там хуже и хуже. Асфальт, видите, здесь на тротуаре ужасный. На велосипеде не покатаешься. Да, но он здесь не ремонтируется очень давно. И во дворах, в принципе, то же самое. О, видите, здесь мусора как бы, ну, есть тоже он. Ну, вроде так более-менее чисто убрано. И большой, вот видите, контейнер тоже не успевают вывозить. Ой, ну здесь хоть во дворике заходишь, тенечек, так хорошо. Вообще везде тихо, спокойно. Где-то слышен телевизор, у кого-то музыка играет. Ну, большинство, я же говорю, сейчас на дачах, на водоемах. Что тут по жаре делать-то особо? Да и детей сейчас меньше стало. Раньше, конечно, детей было больше. Ну, накладывает оно. И война, и это. Хотя, честно говоря, друзья, вы знаете, вот много детей было, вот мое поколение.
там еще чуть позже, а потом меньше, 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 меньше. И уже, в принципе, еще при Украине до войны уже было мало детей. И не было такого раньше, вот как мы идешь через дворы, а дети играют, бегают. Хотя с другой стороны, видите, сейчас же сделали много парков со специальными детскими там площадками для катания там и так далее. И под эстакадой, и парк Щорса, и в ЛКСМ, поэтому дети, наверное, тоже там сейчас больше собираются, чем просто во дворах. Тем более, ну, видите, во дворах ничего нету. Причем это уже давно нету. Да, у нас вот даже, я живу, дом небольшой, пятиподъездный, но у нас все равно, помню, детворы человек 10 нас собиралось, там плюс-минус 2-3 года, даже, наверное, больше. Это вот один дом. Потом, когда я уже рос, уже, конечно, такого количества не было. У нас уже дети было там 2-3, дай бог. Да, проблема это уже давно существует. Гаражи. Короче, идем мы с вами по изнанке Луганска. Ну, тут сразу видно, что у нас застряло в 91 году. А где-то, видите, вот даже какие-то цветы. Это тоже вон сорняки, перемешку с цветами, клумба. Такая вот здесь интересная. О, гляньте, какой-то котейка красивый. Кс-кс-кс. С ошейником домашний. От блох. Ну, видите, еще одна такая площадка для партсобраний. Ну, тут кварталы такие идут. Кстати, я заметил, что у нас только в Луганске столько много кварталов. Ну, это как написано в интернете, как или в энциклопедии, небольшая такая единица градостроительная, так сказать. Нет, в других городах тоже есть кварталы, но у нас прямо массово. Квартал такой и так далее. Здесь вот тоже площадочка детская, футбольная. Даже вон кто-то убирает, молодцы. Ну, а мы сейчас с вами выйдем на Оборонную. Проходим арку. Ух ты, тут в арке даже освещение есть. Ничего себе. И вот сразу, видите, выходим и погружаемся в другой мир. Начинается новый асфальт, новые бордюры, ремонт. Да, пока, конечно, ремонтируются улицы и инфраструктура снаружи. Ну, надеюсь, что и до дворов доберутся. Хотя сейчас главное хотя бы отремонтировали, чтобы все улицы вот такие центральные по городу, где идет основной поток машин и общественного транспорта. Вдалеке МЖК виднеется. Знаете, ремонты в выходные дни постоянно идет. Стадион «Авангард». А мы сейчас, наверное, с вами туда, к стадиону, и перейдем. И вокруг стадиона прогуляемся. Знаете, какая широкая стала, оборонная. Красивая. Ну, разметки пока нету. Здесь, кстати, раньше был пешеходный переход, а сейчас знаки поубирали. Мы сейчас постараемся аккуратно перейти. Центральный вход в стадион «Авангард». Кассы здесь. Ну, они уже 100 лет не работают. Как и сам стадион, по сути. Ну, я думаю, что в перспективе заработает. Так, а это у нас обувное объединение, которое тоже уже очень-очень давно не работает. Оно уже перед войной, по сути, не работало. Там были какие-то склады, еще что-то. И вот стадион пошел. Его тоже вроде подремонтировали. Но мы сейчас вокруг обойдем, посмотрим. Там вот спортивные площадки баскетбольные классные. Играют ли там кто-нибудь сейчас или нет.
Равена кафешка работает. Неплохая, когда-то мы здесь были давно-давно. Она все время работала. Есть какие-то позакрывались, но она работала. О, видите, тут какой-то плакат. Обладатель первого Кубка Содружества РФ 2023 год. Динамо Луганск. Вот так вот. Вот такие молодцы. Тоже, видите, вот что-то тут трубопровод меняли, ремонтировали, но еще пока не поасфальтировали. А это я уже этот плакат когда-то снимал. Ветераны спорта наши. Молодцы. О, чуть-чуть на солнышке походил прямо. Зажарился немножко. Ну, тоже, видите, здесь ремонт частично идет. Что-то делают. Ну, по-моему, уже бы вообще бы весь бы асфальт бы сдирали, да, делали. Да и стадион, наверное, надо подремонтировать. В принципе, наши, надеюсь, футболисты и так далее будут играть, развиваться, спорт будет. Будут здесь мероприятия проводиться. Да и концерты всякие там. Ух ты, гляньте. Генеральный спонсор Зари, банк ПСБ, банк Чемпион. Вот так вот. Интересно, интересно, что из этого получится. И, кстати, гляньте, как красиво подстрижена зелень и тоже выращена. Как здорово. Ровненько, красивенько. Пойдемте туда чуть-чуть пройдемся, посмотрим. Там же новый парк делают возле дворца бракосочетания. Видите, здесь новые ступенечки сделали. Видите, какой здесь шикарный мелкий асфальт, по которому хорошо кататься, ездить на чем угодно. Кстати, насчет ремонта тоже большие грузы вот идут. Ехал я, не стал снимать дорогу, думаю, одно и то же. Ехал я ж в Луганск на мотоцикле, на своем большом скутере. И, в принципе, дорога, я вам скажу, нормальная, но в самом Краснодоне, видимо, там местные коммунальщики ремонтировали, я не знаю. Но там асфальт попродавливали вот эти большие грузы, просто, знаете, что вот как колея. Как вот, знаете, в грязи продавливают, так вот в асфальте продавили. На машине-то оно не так чувствуется, а вот на мотоцикле, когда с колеи в колею, не очень-то приятно. Кстати, смотрите, стройка парка продолжается. Хотя, по-моему, мне кажется, этот парк можно было бы заняться им и позже. А вот в первую очередь бы лучше бы на восточных кварталах там бы парк Дружбы, еще что-то бы отремонтировали. Потому что у них там ничего нету пока что. Перебрались на другую сторону. Зебры нету, но... нет, знак пешеходный все-таки стоит. Ярмарочная площадь. Протон, видите, так и не работает. Выстроили тогда торговый центр. Так, паспорт объекта. Ну, не очень хорошо видно. Ну, может, что-нибудь увидите. Дата окончания. Ну в сентябре они должны его уже сдать. Ну, тут, наверное, без фанатизма будет такой простенький парк. Поэтому должны сделать быстро. Такой асфальт, дорожки, лавочки. Что-то в таком духе. Вернулись мы назад. А здесь сосеночки вот такие классные, видите? И ярмарочная площадь. Раньше здесь на машинах вечером много молодежи собиралась. Интересно, сейчас собирается или нет. Лавочки тоже здесь вот поставили. Такой скверик небольшой сделали. Каштанчики. Ну, что-то листья желтые. Жара, наверное, посохли. А вот ивушка вроде ничего.
Ну, а здесь такая шикарная площадь. Впереди он строительный магазин. Правда, забыл, как называется. Они тут Стройленд. Потом раньше был эпицентр и так далее. А сейчас вместо эпицентра тоже там какой-то строительный другой. Я уже позабывал, честно говоря. Ну, вот так вот чистенько, в принципе, убрано. Но еще пока жарко. Еще, видите, я иду, еще 6 часов нету. Народ, наверное, вывалит гулять все-таки попозже. Туда, к часам к 8. Ну и то, жара вот спала на прошлой неделе. 3 дня в тенечке 40 градусов держалась. Но у нас-то там в Каменске хоть вечером с полей прохлада идет и так далее. А здесь-то асфальт прогрелся, наверное, и ночью было жарко. Ну да, в те дни утром было. Знаете, на работу идешь часов 8, а уже 28-29 градусов. Зато, знаете, когда на следующий день было после 40-35, то казалось, что дни 35 вроде не жарко. Подходим к манежу. Видите, его заборчиком обнесли. Вот не помню, но уже, наверное, давненько. Но я здесь когда-то давно с друзьями, помню, ходили, бильярд играли. Там можно было внутри курить, пить пиво. Ну, 90-е лихие. Поэтому тогда можно было многое, чего нельзя сейчас. А здесь тоже, вот видите, как административное здание с этой стороны. Такое колонное. Ну, тут, наверное, тоже какие-то спортивные секции все-таки сейчас есть. Да, вон, видите, вот с другой стороны. Вот не помню, Стройленд, Стройцентр. Домус у нас еще есть. Кстати, видео с этих всех строительных магазинов есть на канале. Правда, 21 года. Ну, я думаю, что в принципе не сильно они изменились. Изменились только цены. И я думаю, в сторону увеличения. Выходим на просторы, гляньте, поле привели в порядок. Футбольное. Это как запасное или какое-то поле. Ну, трибуны старенькие, простенькие. Трибуны пока ничего не ремонтировали. А вот поле, да, гляньте, газон какой хороший. Привели в порядок. Вдалеке он уже спортивная площадка виднеется. Ну и манеж. А, кстати, манеж, смотрю, тоже тут его подремонтировали, что-то подкрасили. Интересно. Интересно, вот бассейн Динамо будут ремонтировать или нет? Так он там трещина образовалась и закрыли его давно. И так он не работает. Несмотря на то, что еще пока жарковато. Видите, он спортом занимается. Ну, на тренажерах пока никого нет. Может, туда ближе к вечеру. Он, дедушка, бегает, молодец. А, ну это какие-то старые тренажеры. Видите, это не из новых. А вон парни в футбол играют. Растущее поколение, молодцы. А ну интересно, я камеру смогу просунуть. О, камера, видите, тоненькая, можно засунуть. Вот смотрите, какой красивый газон. И тоже он вдалеке, молодежь, футбол играет. А здесь, наверное, что-то еще будут строить. Видите, тут много места. И вдалеке вон тоже еще какая-то стройка идет. И вон кто-то на спортивной площадке есть. В баскетбол уже играют. Да, здесь стройка еще продолжается. Видите, ну площадки дальше расширяют, делают. А, и запах есть краски чего-то. О, а здесь где-то что-то детское, какая-то, видать, площадка или что-то. Внутри он слышен писк, визг детский. Не знаю, слышно вам или нет. Но здесь корона, там может для детей у них что-то есть специально. Да, здесь вот видите, доделывают еще площадку, но она еще пока не готова. Вон и строители тоже еще пока работают. Тоже вот какая-то небольшая спортивная площадка здесь. Интересно, во что здесь раньше играли. Лавочки возле нее. А там вон детишки с мячом играют.
А здесь мужики тренируются. А это у нас Луганский цирк. Только вид с другой стороны. Ух ты, тут интересные граффити. Пойдем посмотрим. Причем, вот видите, есть старые советские. Еще сохранились. Так, а ну, сейчас отвлечемся. Тоже, видите, стройка. Что-то тут идут, ремонтируют. Тоже спортивная площадка. Так, граффити. Что тут посмотрим с этой стороны? Да уже современные. Интересные. Лес. Непонятные какие-то фигуры. О, велосипед. И мишка такой какой-то интересный. Ну и сам цирк. Мы сейчас обойдем его с другой стороны. Посмотрим на афиши. Здесь, видите, высокий забор такой поставили. Ну, чтобы мячи не вылетали на эту сторону. Спортом кто-то занимается. Парни тоже мяч кидали, но сейчас сели. Ну, еще жарко. Тут, в принципе, освещение хорошее. Я думаю, что здесь вечером, скорее всего, собирается народ. Сейчас еще рано. Это наш красавец цирк. Помните, мы раньше с вами возле цирка ходили, и здесь машин везде полно было. Видите, сейчас поставили такие вот кружки, чтобы не могли абсолютно везде заезжать, парковаться. Ну вот здесь, я так понимаю, еще можно заехать, поставить. Ну хотя как по нашему законодательству, я не знаю. Но тут на самом деле эти парковки вообще никакой нету. А люди-то в цирк приезжают. Поэтому... А вот центральную часть нельзя заезжать. Ну сейчас, наверное, пока, друзья мои, жара. Лето. У них тем более здесь, я не знаю, кондиционирования, наверное, нету особо. Поэтому на лето, наверное, пока у них каникулы. А к осени, наверное, продолжится. Видите, нету никаких афиш. Ну, в июне, по-моему, еще были какие-то гастроли. Ну да, наверное, сейчас жара, поэтому он, скорее всего, не работает. А уже заработает туда ближе к осени. О, гляньте, тут выставку интересную. Фотографии сделали. Давайте посмотрим. О, гляньте, какая красота. Какой у него шикарный воротник из льва. А я так в цирк хотел сходить и так и не сходил. Только видео вместе с вами смотрел. Это братья Запашные, наверное. О, молодцы. А это какие-то исторические кадры. Гляньте, какая умница. Здорово. Какой все-таки это труд. Да, но в цирк не попали, хоть фотографии посмотрим. Черно-белые старые фотографии. Запашные встречи на предприятии. Выставка посвящена дню рождения российского цирка. 105 лет. Дарим радость людям. Какие молодцы.
А здесь местами стройка, местами оживленная жизнь. Так, давайте еще посмотрим с этой стороны. Гляньте, какие ангелочки. Это воздушные гимнасты. Вот опасная у них работа. Мальчик на велосипеде. Ух ты, а здесь слон какой молодец. Да, вот это все чудесное можно здесь увидеть в цирке. Много приезжают интересных групп к нам сюда, ну, так сказать, других цирков. Поэтому ждем, как появится. Но вот когда были запашные, то билеты там вообще раскупали, просто очереди тут стояли. И потом они даже специально какие-то дополнительные запускали дни, в которые, ну, обычно цирк не работал, не было мероприятий, так сказать. И вот запускали они дополнительную программу, чтобы больше людей посетило. Плюс, я вам хочу сказать, тут еще цены, в принципе, более-менее адекватные. Ну, как адекватные? Люди-то у нас не столь богатые, поэтому здесь все-таки подешевле цены, чем скидки, так сказать, региональные для Луганска. Но это вот гостиница здесь идет при цирке. Это вот опять мы вышли на трамвайную линию. Дорогие мои, ну что, на фоне цирка буду с вами прощаться. Вот такая вот у нас получилась сегодня прогулочка. Надеюсь, она вам понравилась. Так что вы обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Как всегда, всем крепкого здоровья, мирного неба. Ну и давайте, друзья мои, до новых встреч, до новых видео. Пока-пока.